Всем привет! С вами Катерина, в эфире канал Hobby Fun in Japan, и сегодня я проведу вскрытие и обзор лимитированной фигурки из фильма Macross Do You Remember Love или Ай Обоэтой Маска, если в оригинале. Итак, встречаем продолжателя линейки DX Chogokin тренировочную Валькирию VT-1 за 35 200 йен, на оригинальной версии которой главный герой покатал обеих своих девушек. О коробке говорить особо нечего, артов на ней нет, одни лишь фотки фигурки в разных позах и конфигурациях, так что она не более чем упаковка. И по традиции проверим лицензионный стикер и стикер качества Tamashii Nations. Ах да, забыла уточнить, что эта фигурка является эксклюзивом сайта Premium Bandai, а раз так, то кроме обычной коробки у нее есть и специальная, транспортировочная. Но что-то мы увлеклись упаковкой, пора бы уже переходить к содержимому. Итак, внутри мы имеем 3 блистера, которые в этот раз довольно-таки плотненько упакованы в один небольшой брикетик. В первом из них лежит сама Валькирия в форме самолета и некоторые из аксессуаров. Второй предназначен по большей части для Super Parts. Ну а третий, по традиции, специально выделен для подставки. В принципе, ничего удивительного, ибо подобную упаковку мы уже встречали в других фигурках из серии VF1 и отдельно продаваемых Супер и Страйк частей. В общем, не буду сильно расписывать комплектацию и просто покажу все, что можно найти в коробках. Кстати, VT-1 — это тренировочная машина, так что ни гампода, ни ракет мы в комплекте не увидим. Ах да, есть еще и инструкция, но если вы хоть раз в жизни видели любую другую трансформируемую фигурку VF1, то поверьте, она вам не понадобится. Что ж, переходим к самой фигурке, и тут я скажу вам, все просто супер шикарно. И больше всего радует, что Bandai не стал полностью копировать VF1D, а реально сделал новые формы для фонаря кабины и спины самолета, которая по совместительству является еще и грудной броней Батроида. Также из нововведений стоит отметить уменьшенное хвостовое оперение и совершенно другую форму складывания хвоста. В принципе, все это видно, если прицепить Super Parts, которые в этот раз также сделаны по абсолютно новым пресс-формам. Если честно, именно ради них я и покупала эту фигурку. Уж очень мне нравятся обтекаемые округлые формы всего этого. Ну и конечно же, раз уж эта серия DX Chogokin, то все сопутствующие мелочи типа открывающейся кабины, поворотных сопел двигателей и выдвигающихся шасси тоже имеются. Но думаю, это и так видно. И если честно, я даже не знаю, какие дифирамбы петь VT-1. Так что, наверное, стоит ограничиться просто показом разных возможностей самолета, а вы уж сами решите, насколько это круто. Что ж, пришло время перейти к следующей форме, а именно к Герволку. Опять же, ничего нового мы тут не увидим, но это, наверное, и хорошо. Дело в том, что версия Валькирии VF1, к которой VT-1 как раз и относится, прорабатывалась аж с начала 90-х. И как результат, современные фигурки этого типа машин у большинства компаний не сильно отличаются. В общем, формы и сочленения уже настолько проверены временем, что беспокоиться о каких-либо возможных проблемах просто нет смысла.
Хотя кое-что у этой версии, конечно же, сделано лучше, а именно ступни. И благодаря этому Валькирия может даже без подставки принимать просто невероятные позы. Кстати, именно в таком виде на этой машине Хикару и Мисо путешествовали по разбитой земле после бегства от Зентрейди. И чтобы мы имели возможность построить все возможные виды диорам, Бандай даже вложил в коробку выкройки палатки, которую ставили под носом самолета. Хотя спешу вас огорчить, собирать ее я не буду, ибо чтобы это сделать, нужно разрезать буклет инструкции. Но думаю, пора бы добавить суперчасти и к этой конструкции. Ведь если мы это сделаем, то будет уже немного другая версия, на которой Хикару катал уже совершенно другую даму, а именно Мин Мэй. И, конечно же, фигурку космической дивы в скафандре тоже вложили в набор. Интересный момент. Именно такая конфигурация VT-1 считается каноничной для фильма Do You Remember Love, ибо данная Валькирия там появлялась лишь в виде самолета и герволка. Ну и в завершении поговорим о подвижности обвешанной модели, так как тут имеются действительно важные моменты, не упомянуть о которых нельзя. Во-первых, из-за наличия брони на ногах их подвижность совершенно не ограничивается, что для самолетов более поздних серий стало своего рода головной болью. А во-вторых, добавив на ноги эти увесистые штуки, центр тяжести еще больше сместился вниз, что даже несмотря на ускорители сверху, при наличии брони фигурка стала намного более устойчивой. И еще один немаловажный момент. Вы же заметили, что я еще ни разу не использовала подставку. Так вот, VF-1 это единственный тип Валькирии, для которых в режимах Герволка и Батроида она попросту не нужна. Нет, конечно же, с ней можно сделать более динамичные позы в прыжке или полете. Но знаете, так как подставка нерегулируемая от слова совсем, то смысла в этом немного. Итак, пам-парам-пам-пам, переходим к тому, чего в аниме не было, а именно к режиму Батроида. Да-да, в фильме Macross Do You Remember Love VT-1 ни разу не принимал форму робота, и по изначальной задумке этой самой формы у него не должно было быть вообще. И лишь после выхода фильма в показ основной дизайнер макросовской техники Кавамори посчитал, что раз это Валькирия, то надо бы продумать все 3 конфигурации, и выпустил пачку необходимых артов, по которым и делали фигурки. И в общем, причина нежелания показывать Батроида вполне понятна. Вы только посмотрите на эту странную голову. Не знаю, как у вас, но у меня создается впечатление, что нормальный VF-1 кто-то треснул сковородкой по лицу, и в итоге получилось вот это недоразумение. Знаете, даже у V1, которая по сути такая же, как VT, голова смотрится намного лучше. Но если не считать этого странного нароста на плечах, ибо тут виноваты не Бандай и Tamashii Nations, а Кавамори, то во всем остальном фигурка смотрится на ура. Скажу даже больше, округлость ускорителей и ног выглядят столь круто, что я бы с большим удовольствием прицепила все эти части на обычную VF-1. Жаль только это невозможно из-за нестандартной формы хвостов. Без дополнительного обвеса же VT-1 смотрится значительно проще и не так интересно. И по сути не сильно отличается от VF-1D. Та же подвижность, те же цвета и в общем-то все то же самое, кроме уже упомянутой головы. Ну и раз уж я упомянула про подвижность, то, наверное, стоит отметить и ее. Данная Валькирия является нереальным акробатом и может сделать очень и очень многое. Хотя из-за длины ног и крыльев на спине на одно колено сесть все же не получится. Во всем остальном ограничений практически нет.
Но, как я уже говорила ранее, вместо того, чтобы просто объяснять, лучше покажу вам все возможные позы на реальном примере. И как вы, наверное, уже снова заметили, фигурка стоит на своих двоих как влитая. Но это, думаю, уже и так очевидно, ведь кроме обвеса в качестве балансирующей части выступают ступни, сделанные из отлитого металла. И знаете, с таким грузом можно быть уверенными, что фигурка стоит на своих двоих очень прочно. Что ж, пришло время подводить итоги, и они, наверное, будут очень предсказуемыми. DX Chogokin VT1 – это просто шикарная фигурка с кучей разного рода возможностей и отличной подвижностью. И я бы даже рекомендовала ее всем поклонникам франшизы, если бы не цена. С другой же стороны, наличие комплекта фигурок для создания композиций из разных сцен фильма, а также выкройка палатки делают VT1 очень желанным для многих коллекционеров. На этом наш обзор подошел к концу. Ставьте лайк, если понравилось, и подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного.